Всем добрый вечер, это Пышный Оул, и сегодня мы кастим очередной сетон, на этот раз с рейтингом гораздо выше. От 1200 с разбросом до 2700. Ух ты. Вот это да. Итак, Серафим Нуб на воздухе за Ион. Ske на пляже за Серафим. Who cares, брах, HXD. Второй раз путаю. На Медуза Эон. Ну, Акира, я думаю, знает толк в Меду. И Фоули за ФЗ на скале. 2500 у него сейчас рейтинга. А Кирыч бы затащил. Акулыч, говорит Лагер. Вот так, он... Я думал, он на Меду, но здесь Доми, Мами, Дости. Это кто вообще? Поменял ник. А вот он, Лагер. Он на пляже. И говорит, Акулыч. Вот здесь у нас Гмулон на воздухе за ОФЗ, но это наш хорошо известный Гульмо. И, наконец, на скале сверху Нори. Делает уже нормальный такой билдос, гораздо более... не знаю, может, посовременнее, по экономичнее, поразвернутее, чем у Серафим Нуба на его знаменитом канале по билдам. Ну что ж, немножко ускорим до плюс 6. Они пошли рейдить друг друга скаутами, долабиками, но в итоге что? Здесь гигачат тут есть. Ух ты, ничего себе. А есть тут еще кто-нибудь? Акира любит здесь переименовывать. Движение продолжается, и гигачады здесь разминулись с одним из разведчиков, но здесь гигачада все-таки перехватывает танк и переведем на плюс 2. Вот здесь ребята уже начинают сходиться, как в традиционной пистолетной дуэли на Диком Западе. Началась перестрелочка уже, вот здесь вот ребята с длинными никами стараются отобрать друг у друга последний кусочек реклейма, что-то там обстреливают, что-то там. Вот это Доми, Мами, Достя. Достя, да. В общем, собирают они реклеймы, начинают обстреливать Акирыча, а тут Лагер пришел реклеймить и сейчас будет, наверное, вносить свою лепту в дэмэдж Акирыча. Spirit coming, говорит Нори. То есть боевой дух на подходе. Вот здесь уже пошел нехилый такой клинч. Они друг друга обстреливают как только могут. О, пришел Ske помогать Акирычу. Акирычу надо срочно отступать. И Ske приходит ему на смену. Он обстреливает верхнего мидера серафимского. Лагер ему на подмоге. Лагера с дальнего расстояния кайтят ионские танки. Но он подходит им наваливать. И что-то наваливает. Ладно, у Акирыча желтое здоровье. Перестрелочка по-прежнему идет. Наверное, надо все-таки звук эффектов сделать немножко потише. Он что-то все перебивает. Ладно, это мы посмотрим. Итак, теперь уже Акирыч отгоняет Лагера под воду. И он такой, Акулыч, что ты делаешь? А вот что я делаю. Я тебя прогоняю отсюда. Пошел. Вот. Так, значит, теперь ему... Надо всего ничего свалить самому под воду. Возможно, даже немножко проапгрейдиться. Так, здесь что у нас? Нори захватил островок. Здесь, соответственно, Фоули захватил островок. Ну, короче, у них тут зеркалочка чисто. Они не будут напрямую сражаться друг с другом. Хотя было бы интересно посмотреть. Вот, значит, что здесь люди? Ого. Вот сейчас у... Дости есть неплохой шанс погибнуть. Это скорее Аизина, если я не ошибаюсь. Но, возможно, нет. Потому что любит менять ники человек. Пью-пью, upgrade done, говорит Акирыч. Он себе прокачал ган и на правой руке, и на левой руке. То есть у него рейндж. Ох ты, а здесь вот летит УЭФовский транспорт с инженерами. И сейчас он что будет? Неужели реклеймить верфь? Ну-ну. Вот это мы сейчас посмотрим. Лагер, причем, ничего себе, он на 2000 рейтинга сейчас, возможно, сыграет. Ай-яй-яй. Успел он. Он
Верфь-то захватил, ё-моё. Вот это ничего себе. Лагерь, конечно, молодец. И воздух сейчас у Фоули-то отобьет. У Фоули. То есть это что? Это же... А, тут у него танчики на подходе. И он победил эту битву. А танки Фоули ему ничего не может сделать. Он, видимо, принял к действию, значит, завета Багира того, что Фоули вот здесь-то надо нагибать. Вот, потому что, ну, подлодочка, она здесь ничего особо не зарешает. Но лагерь действительно задался целью нехило так вознагнуть Фоули. И он делает уже бомберами на острове, убивает инженера. О-о-о. 4 всего оставил. Ну, помешал значительно. Опа. А вот это-то он не увидел. Фоули-то здесь еще верфь построил. Ничего себе. А он сам-то об этом знает вообще? Сейчас вот надо глянуть. Не, он об этом знает. Ладно, все, в принципе, нормально. Он под водой себе апгрейдит Т2. Здесь на миду что? Акира таки пришел танками, но здесь уже Илшавохи идут его прогонять обратно. Он все-таки решает выйти из воды и сразиться. Возможно, даже ставит на кон своего командира. И с быстрым ганом он таки обстреливает Достю. То есть и Аизи, да? Если я не ошибаюсь. И, возможно, сейчас они даже разменяются. Ну, тут Илшавохи пришли. Сейчас Акирыч их расстреляет. Ладно, пока там Акирыч сражается, фрегаты-то от Нори пришли харасить Ске. Вот здесь сильная будет разница в рейтинге. Возможно, даже сейчас Ске придется очень туго. Акирычу надо помогать. Мерси летит. Ух ты, от Серафим Нубач. Ага, ну Серафим Нуб... Ладно, нормально он, как обычно, развился. Акирыч отбился, ветеранство получил. А здесь 1500 хп. Вот у него сейчас были бы все шансы вот просто подойти и завалить его нахрен. А Фоули-то отбился. Ну, молодец. Вот Серафим, ну, прилетел уже помогать. Куперы подходят. Тактичку он делает. Прекрати, говорит Нори. О, Серафим такой, ну, я извиняюсь, XD. И мне нужна энергия, или я могу проиграть. А, это Т3 ионский торпедник. О-о-о. И сколько он дэмэджа вот наносит, я не помню. Ну, фрегат он забирает вот просто одним дропом торпед. Акирыч не знал, что тут у Дости была 1500 хп, они просто разошлись в итоге. Ну, вот он сюда Илшавохов из всех своих заводов привел. Ну, апает себе экономику потихоньку. Что здесь? Ну, бункер есть, хорошо. Оп. Фоули куда-то полетел. Ну, на Т2 транспорте, ну, не очень далеко. Вот сейчас, кстати. Что он, собственно, видит? И куда он хочет дропнуть? О! А Фоули-то спалили. Ух ты! И уже пингуют, а здесь у Гумло-то что-нибудь есть? Короче, Фоули дропается под воду. Опа, тактичка. Нам. Ага, как всегда. Когда я выигрываю Фоули, меня торпедируют, говорит лагерь. Ну, да. Это печально. Ну, тут уже у Фоули забрано. Ох ты, 2 мекса, и все. Серафим, ну, пришел его торпедировать. Т3 торпедником. Ему здесь ничего этому торпеднику не противопоставят. Торпеды просто выносят ему сколько? Ну, процентов 20 хп за раз, что ли? Сейчас посмотрим, ну-ка. Торпеды вот есть сейчас. Как будто 4500 хп или около 5, что ли. You're gonna die, говорит Достия. Ну, тяжело, да. Его вынесут. Гумло что-то тут немножечко воздух-то выигрывает. Кстати, торпеды... Ой, в землю не попадают. Не очень удачно это было. Ой. Все, лагера им добить не удается. Серафим, ну, проигрывает воздух. Еще одна тактичка. Опа-на. Здесь в нижнем бассейне пока Нори эсминцами что-то выносит. Сейчас еще один Т2 мекс пойдет. Оп, ACU, говорит Фоули. Да, сейчас
Сейчас уже будет Гумло сбивать своими торпедами. Но прежде флаг ему, конечно, надо убить. Гумло в свою... О, нет. Фоули. Он тактичками выносит верфь. Просто-напросто. Он верфь ему выносит. Но верфь ему вычинивают быстро. И Фоули тут уже торпедируют люто. Но у него Т-3, конечно, есть. Но Т-3 ему может надолго не хватить. С учетом того, что чуть больше на одного торпедника летит здесь. И пока летит... Да, вот тут показывают, что создалось какое-то лобби, но это сейчас не очень важно. Короче, Фоули держится. Его тут что-то и не убивают-то особо. Ему сейчас флот придет на подмогу. 2 командира в воде. Это как можно назвать? Битва из-под воды. Здесь надо было ТМДшечку делать. А он сделал. Даже 3. Ладно, молодец. Помогло. Куда она летит очередная? Помогите наверху, я в порядке, говорит Нори. Что-то здесь этот самый Аизи вышел в нижний бассейн помогать Нори против... ну тут тоже двое так-то. Сейчас продолжают они их торпедировать. Здесь Гульмо прислал, чуть больше торпедников, но крейсеры их сбивают. Фоули продолжает просто слать куда-то тактички и что-то ими выносить, Акирычу даже. Красота. Вот просто смотрим, мы достаточно такой хороший бой. Тут Серафим развивается, но что-то экономики ему может немножечко не хватать. Не, он всю массу тратит. Ладно, ему, по идее, хватает, но воздуха у Гульмо визуально больше. Я даже все это не буду мониторить особо. Тут Достя уворачивается от мамочка Достя, от эонских эсминцев. Но Акирыч его не добивает. Опа! А здесь уже опять лагерь в опасности, в жесткой. У него заряжена тактичка, он сейчас собирается, что возможно, выйти и навалять эсминцам. Но лучше бы он этого не делал. Или что? Тут его уже ждала опасность в виде обливианов, но обливианы выстрелили в землю просто-напросто. Траектория у них не очень удачная вышла. Вот он, какой ситонский рельеф какой. Вот он. Все он портит. Назад торпеды. Ох ты. Сбивает. Акирыч торпеды сбивает. Здесь в Южное море что-то Гумло залетел. Гульмо. Не в тот район он залетел. Как говорится. Так, ладно. Давайте попробуем сообразить, какие планы могут быть сейчас у всех участников этого замечательного сражения. Здесь в Верхнем море делают ставку на Купера, и чтобы все нахрен здесь заторпедировать. Возможно, даже в Т-3 флот они когда-нибудь пойдут, когда экономику все прокачают. Атлантис. Здесь никаких пока ни СМДшек, ни ядерок, ничего. Экономику они качают. Нори здесь на Т-2 экономики, но его Акирыч уже что-то начинает отгонять к его базе и, возможно, даже и пробьют. Торпедников мало, но экономику они ему уже выносить будут. Уже эсминцы здесь. И кибранских эсминцев не хватит, чтобы всех их выбить. Одного вот убили, но это и все, собственно. Вот один выстрел, и Мекс сдох. Еще один выстрел, и пол Мекса сдохло. Очередная битва УЭФовского флота. Фоули вышел на берег. И уже собирается ТМЛить Мексы. Ого, но здесь... Нет, его уже не достанет. Даже одна ТМДшечка, не эонская, и то справляется с тактичкой. Все, вот, ему рисуют, что надо наступать. Ого, Гульмо говорит, я не восстановлю воздух. Что, теперь Гульмо проиграл? Воздух. Ну-ну, вот, серафимские уже пошли. Молодцы здесь, серафимские дестры. Выжигают просто весь флот Фоули. Похоже, цель вознагнуть самого Фоули немножечко переместилась по приоритетам. Сейчас важно сначала забрать флот Фоули, а уже потом самого Фоули. Но тут
от Серафим Нуба Фоули приходит очень существенная помощь. Ну, плюс еще его ОФовские эсминцы. И все, сейчас здесь людям придется весьма туго. Ребятам, да, вот 5-6 тактичек от Акирыча. И вот он здесь уже... Ничего себе, у них здесь реклейма вообще сколько. Ой-ой-ой. Ну, это просто неописуемо. Вот давайте с их точки зрения поглядим. Сейчас 87 почти тысяч реклейма на карте. И в основном сосредоточено, ну, все вот в этих двух регионах. Сюда надо вот уже инженеров отправлять. И здесь идет просто масштабная битва. Какие-то кибранские дестры вот просто с расстояния долбят и долбят. Долбят и долбят. Но пока Т-3 флота нет. О, GG, если он получит реклейм, говорит Дости. Ну, сейчас, похоже, Серафим возьмет это дело на свой контроль. А, Фоули тут уже инженеров-то прислал. Ох. Ну, все, в принципе. Сейчас баланс по воздуху смещается уже в сторону нижней команды. И Серафим Нуба здесь он Гульмо вполне может победить. И Гульмо, я не знаю, что ему можно будет противопоставить. Ага, Серафим Нуб просто прилетел и вынес здесь все транспорты серафимские, которые возможно, Эаизи опять планировал дропнуть. Ну все, по этим транспортам на его базе я точно могу сказать, что это Эаизи, поскольку дропаться-то он любит, ну, очень-преочень. Так, начинается воздушная битва, сейчас я не знаю. Нет, пока они не сражаются. Но здесь эсминцы. ОФЗ на ОФЗ, вот залпы раздаются весьма мощные. И обстрел идет без щитов, без всего. Здесь примерно равное количество. Тут Купер с флангов, как это можно сказать? Короче, с флангов помогает. Здесь еще торпедосеры летят. Вот оно, преимущество. Серафим Нуб выиграл воздух и может все торпедировать потихонечку. А здесь пока вот Нори что-то не может двоих победить. Ну, экономику он себе вкачал, но тут у него дропы летят. И от Гульмо тоже дропы летят. Всем надо реклеймом подкормиться. Ого, все, Нори начинает контратаковать. Здесь уже, похоже, эсминцев не хватает. У него флота, вот если даже мы посмотрим, 19 эсминцев и 2 даже серафимских есть. Ну и плюс 5 крейсеров. В то время как у Ске 4 эсминца, и у Акиры 9, но у него уже есть линкор. Ну да. Easy kill go, говорит. Все. Вот здесь очень кровавая битва. Она даже едва ли сместила линию столкновения боевых кораблей ни влево, ни вправо. Но здесь крейсеров много. Нет, все-таки эсминцы потихонечку теряются. Здесь, возможно, даже верхняя команда пересиливает. Еще и сюда летит дроп. Нори просит один истребитель себе на помощь. Возможно, сейчас Гульмо ему даже 3 даст. Тут еще дроп летит. Ух ты, еще Мерси от Серафим Нуба. В прошлый раз я Мерси пропустил, а в этот раз, наверное, будет гораздо проще. Вот он сейчас... Ох! О, да, минус инженеры. Все, уже меньше ассиста. Даже такой. Дала СФ, говорит Гульмо. Ну все. Опа, рестореры от Серафим Нуба. Они что-то там поставили на паузу. 21, 42, 26. Даже пересчитали весь Аир. Опа! Теперь уже от Акирыча летят Мерси. Вот это что-то прям... Какая-то забытая технология, которую значительно понерфили. Вот красиво они летят. Ракеты Камикадзе. Я раньше предполагал, что они кибранские, когда только начинал играть, но оказывается нет. Оказывается, они ионские. Такс. Что здесь? Что здесь? Опять баланс смещается, короче, то туда, то сюда. Изи. Ага, все. Пушьте, короче, сюда. Они до сих пор сюда не пушат. А у Фоули-то уже линкор на подходе. Нет, не линкор, а боевой крейсер Нептун. Ему их надо побольше. У него, возможно, сейчас уже не будет преимущества. Вот
Я даже не знаю, кому... Ого! Ха-ха! Вот так вот Серафим Нуб, похоже, микро делает, Гульмо побеждает, но нет, не побеждает. У Гульмо только визуально было меньше самолетов, но по факту он их застакал, и на самом деле у него было больше. Он пересилил все-таки Серафим Нуба, и даже ресторер его забрал. Вообще молодец просто. Это красавчик. Его киска купила бы вискас, как говорится. Ага. Так, что значит... Bad first engage. Ага. Влетел он, говорит, плохо с самого начала и не обратил внимания. А ведь, казалось бы, так хорошо микрил. Вот тут Фоули более-менее успешно отбивается. Но тут крейсеры прилетели, и все, и начинают его разносить. И даже торпедники здесь не помогут уже. Ну ладно, почти не помогут. Одна пачка не помогла, но тут вторая на подходе. С этим, возможно, будет полегче, но у Фоули минус вся экономика. Сейчас уже баланс сместился в сторону Гульмо, и он снова уже начинает побеждать Серафим Нуба по воздуху. Давай. Опа. Красный против светло-розового. Что он тут ему наделает? Как он реклеймит? Ну, как будто он реклеймит не всем роем самолетов сразу, а половинками по очереди. Зачем-то сделал стингеров. Он решает сделать ставку просто на количество и дешевизну вместо мощности и большого урона Т-3 у эфовских штурмовиков. Но это посмотрим. Итак, что мы здесь видим? Чуть-чуть все-таки линия столкновения флота сместилась сюда, в сторону Фоули. И здесь уже Акирыч, возможно, в более жесткой опасности. На миду очень тяжело вот в этом плане, когда так пушит флот и непонятно, что делать. Здесь они вдвоем таки пробиваются, но тут прилетают. Ох ты, Соу Риппер. Здесь у Акирыча. Что еще? Соу Риппер, а не это Т-4. Ну, вы поняли, короче. Ске говорит, воздух. Но тут Серафим Нуб не может просто так взять и подлететь своим Аиром, потому что у него меньше истребителей, гораздо меньше АСФов просто-напросто. Север ГГ, делайте больше крейсеров. Мы проиграли. Нет, у него 10к плюс реклейма у Фоули. А, и Серафим Нуб сюда тоже прилетел. Молодец. Угу. Да-да-да. Ладно, я все-таки немножечко сосчитаю эти истребители. Вот сколько тут. 154, да? Так, ну-ка сейчас у Серафим Нуба. Глянем, где они у него. 91. Да, мало. Фоули пока что выигрывает, но тут... Ничего себе, Фоули пошел в лютую контратаку и... Просто отплачивает им той же монетой в виде большого количества куперов, которые уже разносят воздушные цели. А, крейсер у него есть. И крейсеры сейчас будут все эти стингеры сбивать. Ему стингеры вот действительно здесь были не нужны. Просто стингеры это ни о чем. Вообще. Один боевой крейсер только против 5. Ого. Да, вот это Фоули действительно камбэкнулся сейчас. И куперы, вот эти даже подлодочки замечательные серафимские Т-3 будут разносить просто. Ну, вот так, одну разнесли и все. Контра пошла. Тут еще все-таки боевые крейсеры, но они, правда, немножко в другой части карты, но им есть здесь что поубивать, в частности инженеров. Но сначала они должны завалить вот этот боевой крейсер лагера. Посмотрим. На Такирыча все еще есть Мерси. Эонские линкоры против кибранских. Что-то похоже, Нори уже успел значительно больше линкоров наспамить. И нижней команде в плане Акира и Ске здесь придется тяжело. Сейчас непонятно, кто из них будет что-то действительно серьезное делать. Зачем, блин, Гульмо продолжает спамить этих да, стингеров? Зачем? Вот зачем они ему? Лучше бы ганшипы Т-3 спамил. Ну что ты? Ого.
Keep one battleship on target. Так, короче, целься в один линкор. И крейсеры что-то, пожалуйста. Ага. Ладно, я немножко не понял, что он написал, но не буду это разбирать. Короче, Фоули начинает берег верхний люто забирать. Но не Дона, а Ситона. Верхний берег Ситона он забрал. Сейчас, наверное, тоже стингеров туда посылает, но это он будет осуществлять просто добивание. Просто вот брать и все добивать. Вот теперь видно действительно, что у Гульмо снова больше Аира, и здесь в нижнем бассейне уже нужны крейсеры, и в верхнем тоже нужны крейсеры, на этот раз Фоули. Вот стингеры, ну, медленно, конечно, но забирают эту фабрику, этот завод наземный. О, что-то лагерь здесь рисует. А что он здесь? А, это... Могилку он рисует, рип написано. Весьма черная шутка, но сработает. Ох ты здесь. Серафимский... ну да, все, вот он просто вышел из игры. Так, очередной воздушный бой, который, скорее всего, не состоится. Low key getting crushed, пишет Ски, то есть низкорейтинговых разбивают. Ну да, его разбили. Но главное, чтобы ты сам теперь выдержал. И Серафим Нуб такой предлагает Парагон, может быть. Ну а что ему еще, собственно, делать? У него есть раз и раз. Фоули говорит, да, можно. Ну вот. Массивная экономика здесь у Гульмо. Ага. А я думаю, у меня больше, говорит Серафим. Ну, сколько вот у него экономики? 674. У Гульмо все-таки больше. Гульмо побеждает. Гульмо прям жестко, Акирыч. ГГ, иди в Т3 подлодки. Ого, вот это просто линкоров кибранских здесь, ну, немерено он понастроил. Сколько? 25 штук. Тем временем эонских 9, а серафимских здесь 3. Но все, они это уже действительно не выиграют, потому что, ну, линкоров здесь огромное количество. Надеюсь, они продержатся дольше, чем Фоули, возможно, займет берег, высадится туда и что-нибудь сделает. Ну, хоть что-нибудь. Но они тут решили пойти в Парагон. Это значит, игра будет, ну, прям жестко, мега долго и мучительно развиваться. Только вот куда развиваться? Гульмо спрашивает, Катис у них в воде? Я сделаю вторжение, говорит Нори. Угу. Все, тут уже со стороны Нори пришли барракуды в больших количествах. Выкусывать просто их оборону, прогрызать то здесь, то там. По авианосцу прилетает. По линкору прилетает. Еще по линкору скоро прилетит. Стингеры до сих пор держатся. Почему он действительно выбрал стингеров, вот это я не знаю. У него достаточно экономики, чтобы сделать все, что он хочет. Кстати, он что вообще хочет? Ну, он делает теледеф. Ну, нормальная тема. Сакушечки вот у него здесь. Больше экономики гораздо. Опа. Спектры. А вот, собственно, и Парагон. И пока что вот он не выглядит понерфным. У него 5000 хп. То есть нормально так. Дропы с инженерами от Серафим Нуба летят. Ага. Дости говорит, у него есть Т3 инженеры серафимские, если ты хочешь устроить вторжение с ними. Ну, возможно, они ему помогут, да. Но Серафим Нуб тут дропает эонских. Извините, Капс, говорит Гульмо, делай страты в авианосцах, если ты можешь позволить. Он прекращает разведывать. Угу. Ну все, сейчас всю массу они будут отдавать Серафим Нубу, чтобы он сделал быстренько Парагон. Сколько ему там его еще строить? Но это непонятно. Это мне показалось, или что-то здесь взорвали? Но северный бассейн полностью за Фоули, а нижний заберет себе Нори.
Достаточно классическая зеркальная игра. Здесь все выглядит достаточно закономерно. Но жалко, конечно, что Акирыч не смог все это победить. Причем, что тут еще с ним был Ске, который нормально так играет. Ого. Кстати, у Серафимского Т2 торпедного аппарата есть защита от торпед, если вы посмотрите. Серафимских подлодочек здесь тупо тоже не хватает. Их просто заграундфайрят. О, кстати, мид тоже вынесли. Нормально так в фоуле. И что они теперь собираются делать? Разведывайте верхний пруд на предмет подводных лодок Т3 ядерных или спама эксп. Ага, он делает страты, говорит Серафим. Ну, что, уже разведал? Ага, да, вот видно здесь, да. Делает страт, но пока только не в штаб-квартире, а во всех остальных заводах. Что здесь планируется? Ске, ну, еще сколько-то там держится. У него есть антинюка. Но этого ему, наверное, очень мало. И у Серафимнуба по-прежнему не хватает воздуха. Ну, можно, собственно, сравнить. У него 282, а у Гульмо 400 с небольшим. Ну, вообще, здесь Гульмо, видимо, переживать особо нечего. Возможно, он переживает, что будут не только их обстреливать ядерками, но и еще даже и сделают против них Йолону. Если бы, конечно, Серафим подсуетился это сделать. Но... Хотя, может, он и сделает. Парагон-то уже практически готов. А Серафимский инженер у него есть? Или нет? Пока только ионские. Ну, вот сейчас, если посмотреть. Только ионские. Красивый у ионских инженеров звук. Вот этот вот щелчок или хруст. Мне он очень нравится. Я его хочу как-нибудь сэмпл из него загрузить из папки установщика. Но как, блин, это сделать, я не помню. Если что, подскажите, пожалуйста, в комментариях, дорогие друзья. Здесь спектры прилетели, и что-то они пытаются сделать с эсминцами Нори, которые вышли на берег. Опа. Все, здесь уже, видимо, Айзи не выдержал и вышел из игры. А Кирыч занимает его базу. Ага, но здесь сражение между инженерами Акиры и инженерами Гульмо. Короче, как бы то ни было, здесь ситуация полностью зеркальна. Ну, за исключением того, что вытащили. Опа, колоссы, говорит Фоули. Постройте по колоссов. Ну, они дожди строят. Вот один, вот второй, сколько еще? Им надо, наверное, еще царя строят. Выглядит достаточно сбалансированно. Полную разведку, пожалуйста, Ске спрашивает. Ты хочешь мой билд пауэр? О, ну все, вот теперь у Серафим Нуба действительно есть серафимские инженеры. И, может быть, даже что-то из них они сделают. Скажем, елочку или что-то еще. Но тут, похоже, летит Гульмо и и собирается прерывать вот эти их все планы. Вообще, они знают про Парагон? Нет, они про Парагон не знают. Они не разведывали ничего вообще. Вот как так? Сейчас будут, возможно, пытаться как-то контрить этих суровых то ли крокодильчиков, то ли тараканчиков жестких, которые вышли просто на берег и давай все тут разносить. Вот такой вот Supreme Commander. Здесь жесткое уничтожение всем, чем только можно. А вот и ядерные подлодки. Он показал, но он чуть-чуть промахнулся, конечно. Все. Что-то здесь подсказывает о том, что прилетела таки разведка, но они, видимо, Парагон не спалили. Так, что-то здесь взорвалось, что-то... О, все или ничего? Кто-то выпустил нюку на берег. А кто выпустил нюку-то? Выиграйте воздух, пока не стало поздно. Но нюку выпустил Фоули из своей ядерной подлодочки.
Ага, но он мало что убил, но он выпустил еще нюку. Ой-ой-ой. Как-то тут, пока я наблюдал за нюками, а Серафим ну-то проиграл воздух, но... Страты полетели вообще не туда. Царь их убивает. Вы что делаете? Сейчас пробьют. О, нет, Парагон они все-таки пробили. Вот это победа действительно за Гульмо. Тут еще нюка приземлилась, но... Так, у них есть два дождя, и они уже тут разносят базу Гульмо. Хватит ли им этого? Вот вопрос. Сейчас пока инженеры, наверное, намутят еще немножечко антиаира. И то-то пришла от Серафим Нуба. Уже Ске, благодаря тому, что отдал ему весь свой билдпауэр, он все быстро построил. Колосс еще здесь. Короче, эсминцы они законтрят. Но тут еще пачка эсминцев лезет на берег в количестве... Сколько всего суммарно? 64. Ни хрена себе. Больше стратов. Но здесь разносят Гульмо базу. Ага, невозможно. Извините, капс. Больше стратов. А, нет, все. Воздух-то ему забрали. У него есть экономика, но он на эту экономику уже ничего не сделает. А Нори что-нибудь делает? Кроме... Нет, Нори все ставит на атаку флота. Сейчас и тоту, скорее всего, заберут. Она не успеет суициднуться просто об все эти эсминцы и забрать их шаровой молнией. Колоссы здесь есть. Колосс еще строится. О, реклеймят Парагон. Отстраивать его, судя по всему, не будут. От Фоули прилетел не прилетел. Оп, спутник. А, еще один летит. Два спутника тут суммарно, короче. Да что-то лютует и прям все разносит. Но Гульмо построил своего толстяка. А, уже двух построил. Фоули, стоп, говорит. У нас достаточно эко, сообщает Серафим Нуб. Вот, да, у него два дождя, ну... Они особо они, ну, ничего не забрали, просто три колосса. И с этими эсминцами уже ничего не сделают. Ну, дожди, кстати, все равно что-то разбирают. Медленно, но верно они разбирают. Вот, по крайней мере, уничтожают вот этот вот замечательный весь грид. Какие-то антинюки здесь заряжены, но они уже особо и не нужны. Толстяки идут контрить верхний берег Ситона. А здесь что дальше? Здесь тоже битва толстяков идет. И дожди продолжают стрелять. Все, продолжают и продолжают. И разносят уже при этом базу Нори. Ну, кстати, значительно быстрее за счет того, что кибранские щиты пробиваются на раз-два дождями. Ой-ой, а тут уже мегалит. Что выглядит куда серьезнее. Но экономики, к счастью, у них пока хватает. 5 колоссов у Серафим Нуба. Ничего себе, и шестой строится. У меня ком застрял, говорит Ске. А где его ком? А, он застрял в антиаире. Минус мегалит. И пока что, ну, не выглядит так, как будто минус один колосс. Но тут Персивали подходят. Короче, Фоули все силы теперь вкладывает в то, чтобы законтрить противоположную ему сторону. Так, вот тут продолжается уничтожение медленное и не очень эффективное дождем. Да, вот действительно, дождь мне самому тоже перестает нравиться. Вот видели мы там игру в последний раз, вот тоже, где сделали Парагон и начали спамить дожди. И из этого просто ничего не вышло. Лучше бы уж они Мавр просто спамили, да и все. Паук пришел вот тут. Колоссам надо сейчас... Ну, колоссы забирают паука, все. Может, медленно, но верно они разберут все эти эсминцы просто напрочь. Толстяк от Фоули есть. Сейчас будет еще колосс. Ну, кстати, тут уже и воздуха-то как такового не очень много. Сколько здесь суммарно? Ага, ну, количественно это прежде всего Т1 бомберы. В то время как у Серафим Нуба, ну, вообще что-то воздуха мало. Но ему бы хоть чем-то обороняться, что это. Но у него, походу, вся экономика уходит на то, чтобы уничтожать... Не чтобы уничтожать, чтобы отбиваться. Они еще мегалита сделали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все.
Ага, Нори спрашивает, у тебя есть секунда? А если пара? Нет. У тебя есть второй, он спрашивает, Парагон? Нет, потому что он не будет играть против Новакса и спама Парагонов. Нет, походу от спама Парагонов они отказались. Гульмо вылетел со своей базы, и что он хочет, собственно, сделать теперь? Ну, тут куча реклейма есть, этот реклейм еще можно пособирать и что-то сделать. Но что собрался делать Гульмо? Он что вообще... он сделал Билли Нюку. Билли, если точнее. Нюку. Толстяк прикрывает колоссов с тыла. Колоссы просто выносят кибранские заводы. А тут Мегалит, правда, вносит свою лепту в разбор этих колоссов на части. На реклейм, если точнее. Так, страт один есть у Гульмо. У него сакушечки есть. Сакушечки будут давать ему энергию. Фоули построил экспериментальный юнит. -2 колосса сразу. Ух ты, ё-моё. Ну теперь ставку они делают на что? Ядерка тут никуда, походу, не прилетела, кроме флота. Фоули продолжает прикрываться. Он что-то там... Какие-то транспорты у него есть. Толстяк подошел на очень опасное расстояние к Мегалиту и сейчас будет просто уничтожен. Ну, три колосса от Серафим Нуба еще пока есть, но тут со всех сторон идет ОФЗшная артиллерия. И здесь еще вот она просачивается через всю эту защиту. И то-то, конечно, помогает, но сделает она что-то не так много. Т3 инженеры есть, может, можно построить какой-нибудь... какие-нибудь турелечки, чтобы оборониться. Что происходит на базе у Нори? На базе у Нори происходит выжигание спутниками. Вот даже теперь неизвестно, кто победит в этой схватке, потому что уничтожили они друг друга, ну, очень уж прям мощно, жестко. Мегалит здесь выносит просто. Он продвигается вперед. Но, правда, с прикрытием у него только дальнобойные эсминцы здесь, которые дамажат просто колоссов, пока колоссы пытаются взять Мегалита в клещи. Но есть еще толстяк, кстати. А что здесь? У дождя какой-то странный индикатор 97%, но он при этом начинает стрелять. Это что, баг какой-то в игре? Вот напишите, пожалуйста, что вы об этом думаете, господа. В общем, пока бой здесь продолжается с выносом Мегалита. Все, Нори пишет, мы больше не можем это выиграть. Рекол. Ага, у них множество сакушек, пишет Фоули. Так, какие-то янусы от Фоули прилетели. А что они здесь бомбить будут? Тарту. Вот только что. Мы проиграли Новаксу и Паре. Это все нормально. Но, по крайней мере, Парагон они больше не строят. Правда, нет СМД? О, XD пишет Акирыч. О. Ну, Билли Нюка ударилась об щит и вынесла часть грида. Ага, ну все, Гульмо уже спалили за этим и теперь будут просто наказывать. Причем только... Нет, успеют. Не успели, Гульмо успел. А тут еще были янусы на подходе. Ну, Гульмо просто на волосок он вышел. И еще Билли Нюку пускает. О! Да, вот это же жестко. Он бьет практически в то же самое место. И успевает свалить на транспорте. Да. Ребята здесь не сдаются до последнего. Дождитесь 1 часа, чтобы Гайл это закастил. Все, Нюку уже с подводной лодки кинули, но попадание... Ну, попали, да, сбили что-то. Гульмо продолжает летать. Надеюсь, не долетается. А, тут разведка Фоули есть. Опа. Но разведка Фоули, но не какие-либо истребители. Сколько всего зареклеймил, спрашивает Нори. 530к, говорит Серафим Нуб. Ну, нареклеймили они там жестко. Ага, Ске говорит, у меня 92 тысячи с морского боя. Запускают еще одну нюку, и попадет она, скорее всего, в эсминцы, и эсминцы вынесет. Дожди все еще живые. Может, когда-нибудь они накопят себе ветеранство уже, а? Ладно, спутник все жжет и никак не может сжечь.
Еще одна эксперименталка от Гульмо. Он что, построил? Еще толстяка, что ли? О, тем временем Акира вышел на берег с хроноглушилкой. Вот что он сейчас задумал. Ске говорит, еще одна Билли. Выпустили Билли. Но это не пират жадный, а... О! Все-таки успели перехватить, молодцы. Колоссы уже танцуют вокруг мегалитов и ничего с ними не делают. Толстяк уже приходит, говорит, ребята, вы чё? Толстяк опять приблизился на безопасное расстояние. Его мегалиты опять разбирают. Ну что ж ты делаешь, Фоули, ну зачем? Десинг, спрашивает Акира. Гульмо говорит, я не могу прожать рекол. Почему это он не может прожать рекол? Ну, может, когда-нибудь и прожмет. Вот он уже от отчаяния просто летает над всем полем боя. И что он хочет? Нет, все, Нори не выдержал. Нори вышел. Ага, теперь уже спам идет эонских заводов на их базе. Наконец-то они высадились. И Акира уже сам просто-напросто выносит все вокруг. Ой, толстяк его, возможно, сейчас заберет. Ну, хроноглушилка поможет ему или нет, неизвестно. Фоуль... все-таки перехватили Гульмо. Что мы пропустили, конечно. Ну, крейсеров он здесь, видимо, не увидел. Ну и 3 истребителя, которые ничего не сбили. Ну, крейсеры это были, возможно. На миникарте, наверное, вот здесь, вот на этой небольшой, должно было быть видно, куда и зачем он полетел, кто его встретил. Итак, подводя итоги, можем сказать, что Парагон в начале вот с этими дождями им немножко помог, но в основном они отбились за счет ядера, колоссов и немножечко и тот. Ну да, много действий помогли дожди, убили 132, 178, ну и спутник. В общем, всего здесь понемногу, но игра вышла такая достаточно забористая. Поэтому я прошу вас, дорогие мои зрители, написать, что вы об этом думаете, и написать ваш также лайк, поставить комментарий. Благодарю всех за внимание, до новых встреч!